В 1923 году на рынке сельскохозяйственных машин США дебютировал выполненный на базе трактора Fordson навесной комбайн Gleaner. Эту машину разработали три брата из города Никерсон, штат Канзас – Кертис, Эдвин и Эрнест Болдуин. Благодаря их изобретению для уборки урожая теперь требовалось не 6 человек, как раньше, а всего 2 – тракторист и его помощник. Друзья, всем привет! Сегодня у нас 30-й выпуск серии Pro, и он посвящен навесному комбайну Gleaner. Во все времена человечество стремилось облегчить себе жизнь, придумывало различные механизмы, чтобы сэкономить силы, время и труд. Палка-копалка, плуг, колесо. Но когда для сбора урожая стали требоваться усилия целой деревни, а работа затягивалась на недели, люди начали придумывать более сложные машины. Жатки, молотилки, а затем и комбайны. Машины, способные выполнять сразу несколько операций. Изначально комбайны были прицепными и тянулись животными – лошадьми, быками и мулами. Первый прицепной комбайн был изготовлен компанией Hiram Moore & John Haskell в 1834-36 годах. Для тяги использовалось от 20 до 30 лошадей, но дальше эксперимента дело не пошло. В 1880-х компания Daniel Best и Hall Manufacturing Company независимо друг от друга выпустили свои прицепные комбайны. Они имели жатку шириной до 7 метров и производительность до 8 гектар в день. К началу 20 века суммарно ими было произведено более 100 прицепных машин. Позже компания Holt выпустила Steam Traction Combine – связку парового тягача и прицепного зерноуборочного комбайна Holt. Первый полностью самоходный паровой комбайн был выпущен в 1886 году компанией George Stockton Berry. Он имел ширину захвата до 12 метров и мог обмолачивать до 20 гектаров в день. Таких машин было произведено 6 штук. Развития проект не получил. В начале 20 века для работы с прицепными комбайнами стали использовать бензиновые и керосиновые тракторы. Братья Кертис, Эдвин и Эрнест были потомственными фермерами, предпринимателями и хорошо знали реальные потребности фермеров. Разработкой и совершенствованием уборочных машин старший брат Кертис занимался с 1910 года. Он работал в компании Savage Harvester Advanced Ramle, разрабатывая машину, которая могла бы объединить в себе 4 операции: срез растения, перемещение массы, обмолот и очистку зерна. Эта машина должна быть легкой, простой и доступной. Свое внимание он обратил на 20-сильный трактор Fordson Model F. А что, если в качестве шасси использовать именно его? Пристроить спереди жатку с молотильным барабаном, сбоку соломотряс, а сзади зерновой бункер. В 1923 году братья Болдуин объединили усилия и зарегистрировали компанию Gleaner Manufacturing Company. Кертис отвечал за техническую часть, Эдвин и Эрнест за организацию, тестирование и продвижение на рынке. Первый свой навесной комбайн они выпустили в этом же году. Устройство было рассчитано специально для трактора Fordson Model F и превращало его в самоходный зерноуборочный комбайн. Ширина жатки составляла 3,7 метра. Объем бункера, по разным данным, от 1200 до 1700 литров. Снаряженная масса получившейся машины 2950 килограмм. При работе с навесным комбайном Model F развивал рабочую скорость около 3 км в час. Производительность составляла около 2 гектар в день, что соответствовало в зависимости от урожайности и культуры порядка 10-20 тоннам зерна. Расход топлива до 9 литров в час. Все рабочие механизмы комбайна приводились в действие от бокового шкива отбора мощности трактора. Во время движения срезанные жаткой растения с помощью винтового шнека поступали к молотильному барабану. Использование шнека вместо применявшихся тогда холстовых транспортеров позволило сделать жатку компактнее и надежнее. Для обмолота использовался молотильный барабан диаметром 480 мм. Он выбивал зерно из колосьев, а остальная масса подавалась на транспортер. Транспортер подавал эту массу на соломотряс, где солома отделялась от зерна и выходила наружу, а отделившееся зерно и мекина проваливались на решето. На решетах с помощью вибрации и воздушного потока, создаваемого вентилятором, происходила окончательная очистка зерна от мекины и пыли. Очищенное зерно направлялось в бункер, а легкие примеси – наружу. Механизатор управлял машиной со штатного места. Справа располагалась ручка включения барабана и питателя.
Уровень зерна контролировался помощником через смотровой люк. Выгрузка бункера осуществлялась через транспортер, расположенный сбоку. Машина успешно работала на пшенице, овсе, ржи и сорго высотой до 1,2 метра. Применение навесного комбайна Gleaner позволило снизить стоимость уборки зерновых в 3 раза. Основным рынком были США, штаты Канзас, Оклахома и Техас и Канада, провинция Саскачеван. Отдельные машины экспортировались в Аргентину и Австралию. Стоимость навесного комбайна составляла $950, плюс стоимость трактора еще $395, итого $1345. Для фермеров начала 20-х годов эта сумма была значительной, однако она окупалась уже на второй сезон. Пробная партия состояла из 20 машин. После успеха для серийного производства была арендована линия завода Butler Manufacturing Company, расположенного в Канзас-Сити, где было выпущено 200 комбайнов. В 1925 году братья Болдуин приобрели завод в Индепенденс, штат Миссури, и продолжили работу уже на своей площадке. Выпуск навесных комбайнов Gleaner продолжался до 1928 года, когда с конвейера был снят Fordson Model F. За это время было произведено около 500 комплектов. В 1929 году братья Болдуин приступили к выпуску прицепных комбайнов Gleaner Model A, базовая модель, и Gleaner Model R, усиленная модель. К 1935 году общий тираж этих машин составил более 10 тысяч единиц, однако праздновали успех уже другие владельцы. Падение из-за Великой депрессии цен на зерно в начале 1930-х годов привело компанию к банкротству и вынудило продать контрольный пакет акций Уильяму Брейсу. Он вложил средства, реконструировал бизнес и вернул компанию к прибыльности. В 1955 году Gleaner вошел в структуру машиностроительной корпорации Ellis Chalmers. В 1985 году сельскохозяйственное подразделение Ellis Chalmers, включая Gleaner, было продано немецкой компанией Deutz AG, в результате чего образовалась компания Deutz Ellis. В 1990 году группа американских инвесторов выкупила у Deutz AG подразделение Deutz Ellis и основала новую компанию Ellis Gleaner Corporation или AGCO. В настоящий момент AGCO также владеет брендами Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Challenger и другими. Выпуск комбайнов под маркой Gleaner продолжается и сегодня. На 2025 год самой современной считается серия T. Эти машины имеют бункер объемом до 13 700 литров и двигатель мощностью до 430 лошадиных сил. Конечно, современная машина превосходит своего столетнего дедушку, но именно братья Болдуин создали первый навесной комбайн Gleaner и задали нужный курс, доказав эффективность самоходных уборочных машин. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока!